Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Алга Казахстан. Сегодня у нас в гостях удивительная представительница молодых чемпионов из Казахстана. Настоящий феномен казахстанского спорта, юная непобедимая чемпионка Жибек Кулумбетова. Впервые мы обратили на нее внимание, когда ей было всего 15 лет, и тогда я сказал, что эта юная чемпионка прославит Казахстан на весь мир. И сегодня в свои 17 лет она уже 8-кратная чемпионка мира и чемпионка Европы по джиу-джитсу. А недавно Жибек вновь доказала свое мастерство, завоевав золото на Кубке мира в Хорватии. Выступая в категории до 21 года, она опередила более старших соперниц, подтвердив свой статус восходящей звезды мирового джиу-джитсу. И сегодня она в гостях нашего YouTube-канала. Наша Жибек очень скромная и воспитанная девушка, более того, отличница и закончила школу с золотой медалью. И сегодня мы узнаем, как Жибек удается совмещать учебу и спорт, что мотивирует ее двигаться вперед и какие она ставит перед собой цели в будущем. Итак, встречайте наша алтын кыз Жибек Кулумбетова. Не забывайте про лайки и комментарии. Итак, приятного просмотра. Жибек, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз. Мен тамашамын. Очень рад сегодня видеть вас в гостях у нас в студии. Мы про вас часто делаем репортажи. Вы 8 рет әлем чемпион, бір рет Европа чемпионы. Теперь еще вот недавно Кубок мира, но уже до 21 года. И вам 17 лет. Расскажите, пожалуйста, о себе. Менің аты-жөнім Кулумбетова Жибек Әлімханқызы. Мен Алматы қаласында дүниеге келдім 2006 жылы. Осы джиу-джитсу спортымен 9 жасынан бастадым. Айналысып, ең бірінші осы джиу-джитсу спорт түріне інім келген болатын. Анаммен бірге інімді алып кетіп, апарып жүрген кезде, анам мен де берді осы джиу-джитсу спорт түріне. Үйде босқа отпасын, спорт денсаулық кепілі деген сияқты. Скажите, а вот первый вопрос, потому что часто нам пишут в комментарии в последнее время, почему вы выбрали джиу-джитсу, почему не дзюдо, почему не другой спорт, потому что вам же надо ехать на Олимпиаду скоро. Мен тұратын жерде, мен ауылдық жерде тұрамын, басқа спорт түрі болған жоқ, және осы джиу-джитсу спорт түрі ашылды деді. Одан кейін інім барды, одан кейін джиу-джитсуға қатысқаннан кейін джиу-джитсу спорт түрі өте қатты ұнап кетті өзіме. Это супер, конечно. Вообще, я вот слежу, когда за успехами нашей молодежи, я на самом деле поражаюсь, потому что, это фантастика, как много у вас достижений, как много медалей. И сейчас такой молодежи в Казахстане много. Вот. Вы один из ярчайших представителей, потому что вы 8-кратная чемпионка мира, постоянно ездите, сражаетесь, занимаете призовые места. Причем не только среди молодежи, но уже и среди взрослых успели тоже отметиться. Да. Откуда такая молодежь в Казахстане? Вы расскажите нам, что чувствует такая вот молодежь? Почему вы... Что вами движет? Почему вы хотите везде быть на первом месте? Ең бірінші мақсат ол өзін елін бүкіл әлемге таныту. Ал бірінші орын алған кезде сенің көк туың көкке көтеріледі және әнұран шырқалады. Ол қандай бір мотивация ғой. Сөйтіп көк туың көкке көтеріліп әнұран шырқалғаны. Бұл не? Бұл патриотизм? Патриотизм. Это получается внутри. Отанға деген махаббатың ғой. Еліне деген. Әуе билеттерін сатамын. Арзан. Авиасейлс KZ. Чтобы в мире узнали больше про Казахстан, нужно много побеждать. Еңбек ету керек. А для этого же, это же не просто. Мы, конечно, смотрим, для кого-то может показаться, что там, чемпионат мира, 8 раз чемпионат мира выиграл, наверное, это легко. Скажите, как проходит день спортсменки, чемпионки? Сколько вы тренируетесь, питание, дисциплина, вот про это можете рассказать? Мен бір күнімді айтсам, мен таңғы 5:30 тұрам. 5:30 тұрып, бет-қолын жуып, тамақтанам дегенше 6 болады. 6-да уже кимономды салып, сумкаға дайындалып, жолға шығамыз қалаға тренировкаға. Тренировкам 7:30-да, 7:30-нан 8:30-ға шейін, примерно 9-ға дейін болады. Одан кейін сағат 11-де мені физикалық жаттығуым, барам. Оның ортасында мен банан, алма жеп алам, чтоб не үшін. тамақтану үшін. Легкий перекус.
11-ден 1-ге дейін примерно сол уақыт арасында болады. Одан кейін түскі асым, одан кейін сағат 6-да кешкі жаттығуым сағат 8-ге дейін болады. 8-ден кейін қайттан үйге қарай барамыз. Это, конечно, непростое расписание. Да. И при этом вы успели с отличием закончить школу. Мектепте алтын медаль алды. Алтын белгіге бітірдім. Получается, 8 золотых медалей на чемпионате мира. Надо, когда я буду в следующий раз вас объявлять, я скажу 8 медалей чемпионата мира золотых, 1 медаль золотая чемпионата Европы и 1 медаль школы. Сейчас вы поступили уже в университет тоже. То есть вы успеваете и тренироваться, и выигрывать, и еще и учиться. Это какая-то фантастика. Скажите, вот обычно на такие успехи сильно влияют кто-то из старших. Кто повлиял на вас? Я думаю, что может мама какое-то влияние тоже. Отбасым, ең бірінші, отбасым. Мама папамның үмітін ақтау деген сенім. Және папа мен мамам мотивация береді. Мотивация? Дисциплина бар? Бар ғой. Какой? Сейчас вот принято говорить, есть такое мода, казар мода бар, детям полная свобода. Что хотят делать? Телефон хочет, телефон. Еще что-то. Как у вас? Бізде де ондай шектеу жоқ. Әрдайым қолдайды. Дисциплина жоқ па? Ондай қатты дисциплина жоқ. Тоже свобода. Ондай қатты бір ереже жоқ ондай. Это интересно. Надо будет с вашей мамой тоже отдельное интервью записать. Интересно, что она скажет на этот счет. Сейчас у вас какие планы? Что хотите сделать впереди? Какое видите свое будущее? Будущее бьешься. Почему спрашиваю, я объясню. Потому что, когда ты доходишь до какого-то уровня, 8 раз чемпион мира, уже хочется, наверное, чего-то большего. Или какие могут быть цели у 8-кратного чемпиона? Мне просто непонятно. Так. Қандай мақсат бар? Қазіргі мақсатым, менің арманым, мақсатым Азия ойындарының чемпионы болу, және Олимпиаданың бір чемпионы болу бұйырса. Және бүкіл елге қазақ қызы мықты екенін дәлелдегім келеді. Бұйырса. И все? Пока. Как вы думаете, вот мы про вас делаем много репортажей, и много смотрят молодых ребят тоже, вот детей много смотрят, которые вот вашими такими победами вдохновляются, тоже хотят чего-то добиваться, куда-то стремиться. Какой вы можете им дать совет? Қандай тілек, қандай совет бар? Ең бірінші айтатыным, бірінші еңбек ету керек, және өзіне сене білу керек. Өзіне сенген адам өзінің сенсе, өзіне ойлаған мақсаттарына жете біледі. Және өзін ойынды визуализация дейді ғой, соны дұрыстау керек. Мысалы, жарысқа шығатын болсан, мен ұтамын, бұйырса чемпион боламын деп, уже пьедесталда тұрғанда, бірінші орында көкті көтеріліп тұрған уже визуализация жасау керек. Уже тұрмын, сөйтіп ойлау керек. Және еңбек ету керек. Все равно потрудиться придется, да? Әрине. Еңбек бірінші орында. Просто визуализация нормально или это? Еңбек ету керек тоже. Легкого пути, получается, не будет, да? Жоқ, У тебя қиын жол. В любом случае. Оңай жол жоқ дейді ғой. Что делать? Да, придется. Еще хочу спросить вас. Я смотрю, когда репортажи, вы боретесь там, я смотрю, там часто бывает, что крупнее вас соперницы и старше вас соперницы. Я помню, у вас были поединки там 30-летние соперницы. Что вы чувствуете, когда вы ходите против них? Потому что, я себя представляю, вот я вешу 48 килограмм,
выхожу против тех, кто весит на 5 килограмм меня больше, кто на 15 лет меня старше, опытней. Ну, чуть-чуть мандраж у меня будет. Что вы чувствуете? Что вами движет? Почему никогда не сдаетесь? Жашқа шығатын кезде ондай жасы туралы вообще ойламайсың. Және менің бапкерім сенгеніме, маған сенім артқаннан кейін өзімді қалай айтсам болады, өзіме сенім артады тоже. Жас үлкендермен шыққан кезде. С чем можно сравнить ощущения внутри, когда выходите? Ол сезімді сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Басқаша сезім болады. Оны жарысқа шығатын кезде спортсмендердің барлығы біледі деп ойлаймын. Ол сезімді. Я, мен білемін. Сіз де білесіз. Мы, кстати, с вами тоже боролись, у нас счет 1-1. Поэтому больше Жибек не борись, чтобы потом говорить. Потому что я знаю, что в следующий раз меня бараний рог из меня делаете. Да, это на самом деле очень интересно. Скажите, вот сейчас у вас есть сколько тренеров? Кто с вами занимается? И думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы, например, вот есть у нас флагманы Казахстана в UFC, например, Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, потом девушки тоже, Мария Агапова была тоже девушка в UFC. Думали о том, что когда-нибудь, может быть, попробовать себя в Америке? Пока ол туралы ойламадым. Әлі ойламадым. Нет желания, да? Пока жоқ. Тублисиден қорқамын деп па. Ну там уже другой спорт. Хотя борьба там... Грэпплинг, я уже да. Еще хочу вас спросить. Вот сейчас, грэпплинг, это же и джиу-джитсу, это же японцы придумали. Потом Бразилия свой вариант сделали, джиу-джитсу. Почему сейчас казахи, на какие соревнования не посмотришь, везде казахи на первых местах, именно в грэпплинг, джиу-джитсу? Почему так? Что происходит? Өйткені қазақтар мықты. Қазақтар мықты, қандай секретная сила? Иә. Қандай? Біз жылға жейміз деп. Рух, қазы, қымыз. Қымыз. Иә, рухымыз мықты ғой. Қазақтардың, намыстың қолдан бермейді ғой. Только намыс, только рух? Или все-таки что-то еще есть, что помогает нашим ребятам? Дамып жатыр ғой. Дамып жатыр. Джиу-джитсу, грэпплинг жақсы Қазақстанда. Это получается, у нас школы развиваются, да? И получается много чемпионов появляется, потому что большая конкуренция. Конкуренция Қазақстанда өте көп. У вас нету конкурентов, но кто ваш соперница в Казахстане есть, главный конкурент? Барлық. Есть, да? Осы Қазақстан Республикасының чемпионатында бар ғой, қыздар. Все сильные, получается, да? Можно, получается, сказать, что, в принципе, кто занимает призовые места на чемпионате Казахстана по джиу-джитсу грэпплингу, по-любому призер мира, призер Азии, Европы. Это интересно. Чем вы еще интересуетесь, кроме борьбы джиу-джитсу? ТикТок снимаю. ТикТок? Ән айтам кейде. Точно, вы же певица еще. Да. Ән айтам. Билеген айтып, тоже ТикТоке снимать. Танец, да? Рисовать или... Нет? Рисовать. Это, конечно, очень серьезно. Давайте мы сделаем кому-нибудь какое-нибудь пожелание для всех, кто посмотрит наше видео, какую-нибудь мотивацию, мощное напутствие дадим, чтобы не боялись, чтобы стремились, чтобы работали. Вот какое-нибудь такое красивое слово. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап, өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен ақылын екі жақтап. Слушайте, а я вот сейчас подумал, наверное, у такой сильной спортсменки должен быть сильный тренер. Кто сейчас с вами занимается, кто вас тренирует?
Қазір мен Самат Рамазанов академиясында жаттығамын, амбассадормын десем болады. Көп чемпиондар бар. Иә, көп чемпиондарымыз бар бізде. Және менің тренерім қазіргі уақытта Самат Айтпанбет. Ол джиу-джитсу және грэпплингтен 5 дүркін әлем чемпионы. Өте мықты және қара пояс иегері. Және бүкіл Қазақстан бойынша бірінші. Бірінші номер. Иә. Сіз қазір қандай пояс? Мен күлгін пояспын. Черный, қара емес? Әлі қара емес. Қараға әлі екі не бар. Қоңыр и қара. То есть вам екі пояс қалды. Екі пояс. Примерно, иә. Менде қазір белый пояс. Екі страйп. Ну, конечно, когда на тренировку прихожу и вот общаюсь с чемпионами из Казахстана, конечно, я сам чувствую себя, как будто, у меня силы много. Но когда начинаешь тренироваться, уже чувствуешь там после первой схватки, что силы постепенно покидают. Поэтому дух, конечно, от казахов дух получаешь, вот, когда общаешься с чемпионом, с вами, там, вот Саматом тоже. Но на самом деле духа недостаточно. Действительно, вы говорите, надо еще и дисциплина, очень это сложно, очень тяжелый труд. Поэтому я вам желаю в будущем, только вперед продолжайте, ни за что не останавливайтесь. Тек қана алға жібек, алға Казахстан. Рахмет үлкен.